А кто это? Боже мой, ну кто это? Дорогие друзья, снова я с очаровательной Вероникой. Вылавливала ее, а она где была? А ну расскажи. Выловила. Выловила. Где ты была? Я была на съемках в Каире. В Каире. Знаешь, наверное, знаешь, что у нас практикуют приглашать на массовки людей. Да. Вот. Любых возрастов, скажи. Нет, подожди, не перебивай. Не перебивай. Первый раз в жизни пригласили до 70 лет. Ага. Всегда приглашали 40, 45, 50 лет таких. Я никогда вообще не ездила. Мне даже когда говорили, что можешь и... Я сойду из-за... 50? Да, 50, но я никогда не ездила. Но в конце концов решила попробовать. Одна мне молодая девушка позвонила, говорит, поехали, Вероника, хоть посмотрите, что это такое. Ну вот решила посмотреть, что это такое за кухня. Это был первый мой опыт за 15 лет жизни в Египте. Вот это... Если ты это не вырежешь, я тебя урою. Ты больше меня не увидишь. Подожди. Ты меня больше не увидишь. Так это и есть перчинка, понимаешь? Вот начинается. Подожди, надо, чтобы так ближе. Давай я вот Дай буду держать. Да не надо держать, дай я вот тут за цепочку зацеплю, вот так, эротично, понимаешь, туда. Нет, я смотрю, что это за эротика тут. Что тут за эротика? Это работает? Работает. Я сейчас, да, я чуть не заругалась про твою эротику. Смотри. Нормально, на ютубе нормально смотрится издалека. Ой, горе мне с тобой, горе мне с тобой, господи боже мой, откуда ты взялась на мою голову? Дорогие подписчики, у Вероники есть ТикТок, под видео я оставлю ссылку на ее ТикТок, так что, пожалуйста, следите, она делает очень веселые видео там. Да, моя страничка называется Египет 24, 24 год. Египет 24, потому что старая у меня была раньше Вероника, просто Египет. Я оставлю, они смогут найти. Я ушла оттуда, потому что... Рассказывай про съемки. Про съемки. Ну, что сказать про съемки. Это было очень интересный будет фильм. Здесь когда-то в 30-е, 60-е годы была известнейшая певица. Далида. Нет, не Далида. В Египте была певица, ее называют Кулсум. Кульсум. Кульсум. Да. Вот. И вот о ней этот фильм. Это, да, она даже выступала, представляешь, она даже выступала во Франции, в Олимпусе. И она эти деньги, которые заработала, говори. она отдала для революции в Египте, когда была, да, эти деньги. До сих пор считается, что в Египте, вот даже сейчас, нету лучшей певицы, чем была она. Они ее любят, это точно. Чем была она. В Хургаде даже есть кафе с ее там портретами, с историей. Да? Да, вот я там не была, не знаю. Короче говоря, вот на такую съемки меня позвали. Но я же никогда не была. Я даже думала, это будет культурно, это будет как-то вежливо и все. Я не знала, что это такое. И когда мы приехали туда, я подумала, что я на старости лет попала в какой-то дурдом. Все куда-то бегут и все орут. Да ты что? Меня схватил какой-то мальчик-щавлик и потащил быстрее на гримерную, на макияж. Когда она увидела мои брови, вот эти, она сказала «Аха». Ты знаешь, что такое по-арабски «аха»? Нет. Я знаю. Что? Ну, короче, не Да скажи. Нет, нельзя говорить. Это нехорошее слово. Нехорошее? Но я промолчала, как будто я не знаю. Она мои брови вообще затушевала тональным кремом, вообще не было. Я потом чуть-чуть подрисовала. Но тогда не носили такие яркие брови. После нее, после этих годов, мы носили, знаешь, какие бровки? Тоненькие ниточки такие. Мы выщипывали бровки. Но это не то, это было до того еще. Это были 30-е, 50-е годы. Ты так все помнишь? И откуда, блядь, я помню? Ты с ума сошла, что я такая старая? Я помню, что... Я тебе рассказываю про его истории. Про историю? Ты мне рассказываешь, да? Это ты когда выучила на съемках, что ли? Историю эту? Да, я много читала об этом. Про брови, да? Конечно, я очень читала. Мне это очень интересно оказалось, правда, про эту певицу. Ну, не, она классная певица. Ой, они ее очень любят. Она, конечно, арабские песни, но она сама сочиняла. По 40 минут песни у нее. Ой, какие... Она, как оперный такой похож. Ну, арабский мотив такой. Да. Вот такой голос артистка, которая играла, это было просто божественно. Она, вы знаете... Там был такой момент, когда мы не должны были ей хлопать. Просто до этого мы репетировали 12 часов без... Ты не даешь мне ничего рассказать, блядь. Так я молчу. Все, на тебе микрофон другой. На микрофон, я молчу.
Да, молчи вообще. Все, я сейчас вот и молчу. После щас. того, как Да подожди, тебе там микрофон и молчи, дай. После этого меня схватили и потащили к парикмахеру. Парикмахеру было вот этот ряд такой вот, представляешь, как до моря отсюда. Так целый ряд, столько нас посадили всех. Я только сидела и ужасалась, дым шел от моих волос. Дым клубился, потому что надо было быстрая прическа, быстрые начесы, такие не кудри, а, не знаю, как раньше носили такие, может быть, знаете, в 50-е, 60-е годы, может, видели из истории Ты кто-то. сделала фотографию? Да, конечно, у меня все есть, я тебе покажу. Это надо было быстро все делать. Вот. Если кто-то знает или не знает, что в 50-е, 60-е годы, когда здесь был президент Гамаль Абдель-Насер, египтянки ходили так же одеты, как мы, в юбочках, в платьицах, красивыми прическами, открыты. Абсолютно такие же леди вели светский образ жизни, как и мы. Поэтому вот нас так и гримировали, такие сделали такие прически тех времен, как носили и у нас, и у них тоже в те времена. Потом меня повели в костюмерную. Ой, боже мой, какие, конечно, старомодные вещи нам примеряли. Но я вошла в шестерку тех, из всех двух автобусов, я вошла в шестерку тех, на кого ничего не сошлось, на кого не нашли одежду. Представляешь, Лёд? Одной не сошлось на груди, одной не сошлось на бедрах, третья вообще такая полная была. У меня не сошлось на талии. Да? И что делала? На моей талии не сошлось, пиджак не сошел, что только не мерила. И все, нас отсадили. Это было такое, знаешь, шок был, что делать? Приехали сниматься, приехали зарабатывать деньги. 8,5 часов мы ехали. Автобус там, мол, что-то случилось, что-то загорелось. Все заорали, загорелась там какая-то сзади. Да. Сзади останавливались, долго ехали, уставшие. Тут сразу нас таскали по этим коридорам непонятным куда, в этой кинокомпании, в этой я не знаю, что это такое, огромное, особенно много этажей, много коридоров. Для меня это все было в новость, понимаешь, все это, я думала, тут меня за ручку поведут, мы даже сумки еле успели бросить там, и сразу у нас крик, кругом, бегом, все это. И в 9 часов мы должны были бы уже сидеть в зале. Мы уже были сидеть, и вот это началось. И вот это началось, 12 часов. Мы вставали, аплодировали, кричали, аплодировали, садились. Не так села, не там села, не там, пересаживают. И не так, не с тем мужчиной. У меня за 3 дня съемок было 3 кавалера были. С одним просто такие египтяне. А мужчины в каких красивых костюмах. Тройках. Да, все в тройках с галстуком. Такие, знаешь, интересно, разных национальностей. Были такие вот, откуда они такие черные? Может быть, из Нигерии. Все, я потом смотрела фильм уже, я потом все пересмотрела. Это было очень интересно. Залезла в море с телефоном ради Вероники. У меня было 3, меня пересаживали, нас все время пересаживали в разные места, чтобы создать массовость. И так был полный зал, полный огромный такой театральный зал, красивый, с партер, и как это называется, вверху тоже вот люди сидели. В лоджиях тоже. Много людей, жарко было, невозможно сидеть. Такой дискомфорт. Я думаю, боже мой, куда я попала? Зачем мне это надо? Как я ругалась, как я сама себя ругала. Думаю, это не уважать себя. Кричит. Все время режиссер орал. Сколько там этих камер, сколько там этих световых пушек. Уже невозможно было это все. Я, была поражена. Все очень устали. Так вот, я хотела сказать, что у меня было 3 кавалера, которые меня сажали. Первый такой, молодой египтянин. Второй такой дядечка, высокий, седовласый, такой под мой возраст. Так мы даже с ним ходили под ручку по залу, там так нас снимали. Может быть, будет когда-нибудь. Между прочим, кто снимался в массовках, говорит, сколько они нас не снимали днями, сутками, потом никогда не увидели себя, сколько не смотрели фильмы. Но они же потом все это монтируют, режут тоже, знаешь. Вот. А 3 у меня был, я тебе покажу. 3 у меня был молодой, нигериец или что, длинный, высокий, синяя кожа, не черная кожа, а синяя кожа парень. Вот единственный, который не просил у меня телефон. Но зато осталась память, фотография на долгую память. Девчонки мои смеялись над этим. Вот. А еще был один момент, когда
снимали в фойе, когда там брали интервью, надо было, останавливались люди, ходили, останавливались, беседовали. Мне выпала чуть не главная роль в этом фрагменте. Я поднималась по лестнице. Я должна была подниматься по лестнице. Так вот, скажу вам честно, что на счете 93, на 93-м дубле я сбилась со счета. Вот так скажем, хорошо? Представляете? Вот после этого у меня болит колено. Я сегодня еле доковыляла. Еле-еле доковыляла. Первый день 12 часов. Первый день был просто примерочный. А второй день 12 часов, третий день 16 часов. Ну, за 12 часов нам заплатили, а до 16 нам доплатили. Это овертайм называется. Нам доплатили, хорошо нам заплатили, я хорошо заработала. Вот. Короче говоря, это был какой-то кошмар. В 2 часа ночи мы закончили, начиная последний день с 9 часов. С 7 мы начали работать, но пока нам делали, опять же, третий день опять делали то же самое макияж, опять делали уже по фотографии ту же самую прическу. И с 9 часов мы уже сидели в зале. И вот это вот стендап, sit down, кричал, ругал нас, это вы работать приехали. Я была момент, когда я съехала. Когда я съехала со стула, я не могла сидеть. Я так, он сказал, мадам, not sleep. Я села, и опять, ура. Был один момент, когда... Да, был один момент, когда... Что-то я хотела сказать, забыла. Слушай, а вот скажи, это самое, сколько в этом дней были? 3 дня. 3 дня? Был один момент... А где жили? Давали нам гостиницу, все. Кормили бесплатно, гостиница бесплатно, привезли бесплатно, еще заплатили. Ну, устала? Но это не то слово. Мы ели, мы не выходили оттуда, мы просто выползали, как говорится, уже. Ты представь, на последний особенно день, вот с 7 часов мы работали, до 9 нас одевали и делали нам грим и прически. И с 9 часов до 2 часов ночи мы это самое... Был один момент, когда в истории этой певицы, что она упала в обморок. И вот нам надо было... Вскочили мы все время вскакивали, и надо было вскочить и делать, ой, что случилось, вот так вот это. Но этих было, наверное, может быть, 100 дублей, пока они отрежиссировали все как положено. Ну, тяжело. Я все время жаловалась дочери, писала потом уже, дочь, как тяжело. Куда я попала, зачем это мне надо, как мне стыдно, ты у меня помогаешь мне, а я еще пришла, я еле живая здесь. И потом я думала, она меня пожалеет. А знаете, что мне дочь ответила? А моя дочь работала в продакшене в Минске 10 лет. Она была исполнительным продюсером. Я говорю, 16 часов мы без отдыха. Она говорит, а 26 часов не хочешь, мамочка? Мы, говорит, тут же валились, вот прям ложились, говорит, 2 часа переспим, потому что уже не могли. Потом опять просматриваем, опять начинаем. Говорит, это адский труд. Так вот, ты захотела быть звездой, так вот знай, что это такое. Так что это все нормально, оказывается. Это очень тяжелый труд снимать кино. Теперь я это буду знать. Но это, конечно, был мой первый опыт и последний. Да, последний, да? Последний. Хотя, ты знаешь, говорят, никогда не говори никогда. Может быть, если бы в Хургаде, то я еще, может быть, согласилась бы, если я отдохну и приведу себя в порядок и отдохну немножко, потому что я даже сейчас, ты видела, как я шла, нога болит мне. Не могу. Ну, столько раз встать и сесть, и пройтись по этой лестнице. Нашли кому-то вот такую роль. Ну, вот такая у меня фактура оказалась. Да. Вот. Ну, в общем-то, все равно сегодня я смотрю, что это был очень интересный опыт. И я написала в своем, я же тоже тиктокер, я написала, что круто я попала на ТВ. Вот. Это был интересный опыт. Слушай, а вот смотри, почему вот сюда едут одни женщины за приключениями? Вот ищут каких-то альфонсов, ищут приключения, что-то, какие-то отношения непонятные, а другие женщины едут просто вот наслаждаться жизнью. Знаешь, и мне очень понравилось, когда я была совсем раскисла, со мной сидела одна женщинка. И она говорит, вы знаете что, а вы относитесь к этому, ну, просто как приключение. Я говорю, какое приключение, когда у меня течет по спине? Нужно было обязательно... в конце концов, я же рассказывала вам, что мне не подобрали костюм. И я приехала, мы же после примерки, мы один день приехали домой. Второй автобус поехал на примерку. Я видна хорошо тебе? Да.
И второй автобус поехал, и нам один день был. И я нашла, у меня же много нарядов, я же тут пою, у меня много платьев. И я взяла свое платье и пиджак, такой накинула его, и мне тогда разрешили в этом сниматься. Я еще даже одной женщинке тоже платье привезла, которая тоже сидела полненькая, я даже подобрала на нее платьице. Вот, поэтому... Ну вот от чего? Подожди, что я говорила? Ну, вот, Поэтому, когда я совсем раскисла и сидела уже так уставшая, одна женщина говорит, вы знаете что? Она издалека, да, по-моему, из Кемерово или откуда. Она говорит, у меня две студии есть с мужем, у них бизнес. Она занимается онлайн, у нее бизнес. Здесь у нее несколько квартир. Она говорит, я все равно приезжаю, мне очень интересно. Да, это очень трудно, говорит. Это очень, я и не за денег, она говорит. Ко всему надо относиться. Привет. Сейчас, да, тоже снималась одна. Это которая я платье. И на нее тоже ничего не подошло. Она говорит, я отношусь к этому как к приключению. Ко всему можно относиться по-другому. Вы знаете, течет по спине, хорошо, это работа, это твой труд, ты за это получишь деньги. Какие бы ни были, но это деньги. И ты посмотри, в каком мы интересном историческом фильме снимаемся. И вот так, она меня так мотивировала. Ты знаешь, что потом уже, когда все стали кричать, там уже стала чуть не забастовка, стали все орать, что уже хотя бы воды дайте, понимаешь, уже пить хотелось. Вот. И когда все стали уходить, в конце концов, наш пришел этот мальчик и сказал, давайте выползайте потихоньку. То я говорю, я еще поскакала бы. Так все смеялись. Я говорю, я еще попрыгала бы вверх-вниз. Ну, вот так вот, такой был опыт. Ну, вот ты меня еще интересный момент. Когда мы ехали домой, я никогда не сплю. Все знают, что я никогда не сплю ни в самолете, ни в автобусе. Я так вырубилась в 3 часа ночи. До 2 мы снимались, потом нам дали денежки, в 3 часа мы сели в автобус, и в 3 поехали. И я так уснула, что было 2 остановки, 3-я остановка меня уже разбудили. Говорят, ну выйди хотя бы в туалет. Уже 2 остановки ты проспала. И я выхожу такая, знаешь, такой ветер, в пустыне мы вышли. У меня есть тоже фотография. В пустыне вышли, ветер сильнейший. А там же было жарко, а тут такой вдруг ветер. И я подумала, что я, в Беларуси. Я говорю, в Беларуси какой-то ветер поднялся. Я уж не соображала, где я нахожусь. Все умирали. Немножко такое было, понимаешь, после этого. Ты мне вот не ответила. Ты мне не ответила, почему одни люди ищут любовные приключения, а другие люди наслаждаются вот все, что есть в Египте. Ты знаешь, когда они приезжают, недолюбленные, невостребованные наши женщины, наши девчата, им вот это все внимание им, как говорится, ну, они кайфуют от этого. Они думают, что это, ну, сейчас она получит все, что она не достала в жизни. Потом они разочаровываются. Ты знаешь, как все мы разочаровались. Вчера подходит ко мне женщина, девочки, на пляже. Я не ожидала. И говорит, здравствуйте, а я вас знаю. А я смотрю на нее, и мне так неудобно, думаю, неужели я опять не узнала человека? Говорю, ой, по-моему, я с вами... Она говорит, нет, мы с вами не знакомы, я за вами 3 года уже слежу. Говорит, и благодаря вам я приехала в Хургаду. Я говорю, ой, садитесь, давайте снимем. Я у нее спрашиваю, так вы приехали отдыхать? Она говорит, нет, я приехала сюда жить. Представляешь, благодаря вам, благодаря вашему ТикТоку, вашим рассказам, я следила за вами, я знаю, где вы жили в Рамозе здесь, я знаю, где вы здесь живете сейчас, я все про вас, говорит, знаю, и рассказывает прямо здесь, прямо вот у меня есть запись в эфире, эта женщина все рассказала. И я у нее спросила, ну как вы тут не обделены вниманием? Она говорит, ой, нет, конечно, не обделена. Подходят, говорят, знакомятся, просят телефон, приглашают в кафе. Но никто говорит, конечно, все это культурно, никто не хочешь, нет, значит нет. Но тем не менее она сказала, вот это внимание очень приятно. Понимаешь, это для тех, кто только что приехал. Вот ей еще приятно. Я уже иду как танк, понимаешь, мне уже это немножко... Ну, сама ты все знаешь, как нам уже это все достало. Но, тем не менее, я хочу только сказать еще один раз, что никто здесь за руки не хватает, никто никого не насилует и никого насильно не заставляют знакомиться. Если не хочешь, не захочешь, то даже не подойдет. Один твой вид, один твой холодный взгляд, этого будет достаточно. Но я хотела бы рассказать об одном моменте. Мы же не знаем, я лично не знаю эту актрису, которая играла.
эту певицу. А вот эти арабы, которые сидели, они ее знают. И она, бедная, тоже. Это такая же работа была, как и у нас. Столько же времени она там выходила на сцену, мы хлопали опять, и садились, и опять оркестр этот весь измучился. Это же была фонограмма, ей надо было просто петь, но она так переняла все манеры. Видимо, столько она работала над этой ролью. И она была вся в гриме, она очень похожа на нее. У нее грим и парик, все это было. И там такая жара была. И вот, знаешь, мы все время репетировали по музыке, без нее. В конце концов, она вышла на завтра, на следующий день только она вышла. И вот мы все затихли, притихли, и нам сказали, сидеть, молчать, не хлопать, пускай она споет. Здесь не надо, в этом эпизоде не надо было нам хлопать, как мы, подскакивать и все. И она стала петь. Конечно же, она пела под фонограмму, но она так старалась, и она так вышла вперед, и она с таким чувством пела, что мы все равно, когда она закончила, мы все равно все подскочили и стали хлопать и кричать, и эти арабы стали кричать ее имя. Не Уль-Кулсум, а имя этой актрисы. Они же ее знают, какая-то известная актриса. Потом уже мы это все узнаем, пока я не знаю, играет ее. Они стали кричать это имя этой артистки. И она заплакала. Она поклонилась и заплакала. Как они сбежали, скорее опять давай поправлять ей и успокаивать, ее усадили. Она все плачет и так вот не может успокоиться. Настолько это было трогательно. Мы там все тоже прослезились прямо, понимаешь. Мы не должны были ей аплодировать. Здесь это не тот момент, но это просто никто не мог сдержаться. И она тоже не смогла сдержать слез. Ей потом опять гримировали, там сбежались все там ее, и доктора, и все. Вся сцена была, окружили ее. Вот это был такой интересно трогательный момент. Расскажи, что ты тут жила. Да, я жила здесь в Рамозе 8 лет. Мои подписчицы все знают этот пляж и эту мою комнату. Я все показывала здесь. Здесь очень красивая панорама. Здесь старый очень отельчик. Отельчику этому 40 с чем-то лет. Чуть не ровесник. Хургада же молодая. Хургада младше меня. Хургаде сколько? 55 лет или 50 лет Хургаде? 40. Ну, больше уже. 50, говорят, лет Хургаде. Где? I see your video every day. I see. My TikTok? Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. I make follow every home I see. Follow. Yeah, you follow me. Thank you so much. You help somebody in the street. I see you. Спасибо, thank you. Вот так вот меня тут Подписчик. популярная тетка. Короче говоря, вот это каждый день даже в самолете. Здороваются, подходят ко мне. Ой, боже мой, откуда они меня знают? Ой, фу, я уже вспотела сама. Чего это я в этой шапке сижу? Короче говоря, я жила в этой Рамозе 8 лет. И ты знаешь, я бы еще жила. Хоть это старый отельчик, но я так уже хорошо отделала свою комнату. Вот, у меня комната хорошая, самая большая, с кухонькой. Так, вот это панорама, вот это море, конечно, это да. И я до сих пор бы жила, если бы Хасан, хозяин наш, сделал там, Wi-Fi провел. Сколько я не просила его, он все обещает, но говорит, нету возможности, нету здесь линии или что-то, я не знаю. Везде, говорится, есть линия, а у нас нет. И поэтому я ушла, потому что мне нужен обязательно Wi-Fi, я же все время в ТикТоке. Это много, ты сама знаешь, много берет гигов, и здесь нету такого другого, никакой возможности, кроме Wi-Fi, записывать ТикТок, поэтому я ушла. Что там у меня на голове? Все нормально? Вот Так красотка. Какая красотка, 70 лет, о чем ты говоришь? Не говори так. Все уже поломато, растоптато. Ну, позитив, мой юмор, ты знаешь, Да. и музыка, я же еще пою. Немножко. По пятницам один день хожу на караоке. Где только. ходишь? Вот в 55-й клуб сюда хожу на караоке, только в пятницу. Караоке проходит в Хургаде каждый Во день. сколько опять? Каждый день в разных клубах, разных в городе. Но я только поближе, потому что здесь рядышком, 5 минут ходьбы. Начинается поздно, в 12, к сожалению. А меня уже в 10. Мы же советской закалки, мы привыкли на работу вставать утром рано, поэтому мы рано ложимся. Вот. И поэтому я растерялась. Please, Habibi. Sorry. But I make follow to make this YouTube. video Okay. today. It is not TikTok, it is YouTube. YouTube. It is an interview for YouTube. Yeah, good.
Господи, растерялась. Что-то я хотела сказать, уже забыла. То, что я старая Поешь, бабушка. во сколько поешь? К сожалению, начинается в 12 часов, только приходит диджей, и начинается караоке. А меня уже в 10 рубит спать. Так я, бывает, в 10 кинусь, посплю до 11, до полдвенадцатого. Потом девчата звонят: Вероника, приходи, я говорю, я спать хочу. Ну, прихожу. Потом уже развеселишься как-то немножечко, и нормально. 2 песни спою и ухожу всегда. В 3 часа ночи я ухожу, а они там еще до утра. Ну, здесь же так, ты же знаешь. Ну, я уже, конечно, не выдерживаю. Но еще держу хвост пистолетом. Вот так, как-то так. Ну что, ничего, и наш пляж. Хоть он и старый пляж, дешевый. Чистенько здесь. Здесь вход в воду хороший. Я люблю $1 стоит вход. Я люблю этот пляж. 40 фунтов, да. Дорогие друзья, а можно я вам покажу, какая у нас красавица сидит? Какая она... Все она делает интервью. А я хотела бы показать, какая она красивая. Посмотрите, какая наша девчонка. Какая она нарядная. Как мы... Я не вырежу! Это же весело! Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока! Залезла в море с телефоном ради Вероники. Красота, да? Повернись ко мне. Какие красивые кадры, Вероника.